Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с дневником немецкого солдата. Это вторая и заключительная часть. Дневник был снят с его тела в январе 1942 года. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Но мы начинаем. 24 августа. Наступление. Утром в 10 утра наша артиллерия проводит артподготовку. Русские еще ночью в эту ночь покинули деревню. Мы переходим речушку по старенькому мосту. Он минирован. Один человек пал. Мы проходим еще 15 километров. Своей цели мы не достигаем, ибо русские везде установили завалы. На ночь мы остаемся в лесу. Ужасный холод. Ко всему этому еще и дождь. 25 августа. Утром в 4 утра идем дальше. Подходим к мосту. Он взорван. Пехота переходит реку вброд. Повозки и автомашины остаются в деревне. Второй взвод идет в разведку в деревню, обнаруживает за деревней противника. Некоторые из гражданского населения хотят скрыться, сбежать. Когда же они замечают, что мы не причиним им никакого зла, они остаются. Через час они взорвали мост. Мы идем в другую деревню, к железнодорожной станции. Там есть 2 фабрики. Вечером ловим кур и режем их, и варим картошку. Ибо вот уже 3 дня мы не видим никакой полевой кухни и находимся на самообеспечении. 26 августа. День отдыха. Выставляем сторожевое охранение. В 400 метров от нас на другом берегу реки Луга расположены позиции русских. Свои блиндажи русские строят как раз на опушке леса. Русские наступают на участок другого полка, но их отбрасывают. 27 августа. Наступаем через реку. В 6 часов утра нам подвезли как раз продовольствие и горячую пищу. В 9 часов наша артиллерия открывает ураганный огонь. В первую очередь переправляют на другой берег на плотах 6-ю и 7-ю роту. При переправе у них страшные потери. Русские ведут огонь со всех сторон. Они имеют возможность обстреливать всю реку. Наша рота должна помочь переправить на ту сторону противотанковые и пехотные орудия. Но мы не смогли достигнуть благополучно противоположного берега. Наша лодка перевернулась. По горло в воде мы стремимся взобраться на берег. Наш танковый пулемет прикрывает переправу. Первые переправляются благополучно. Мы стреляем как раз из того места, где ведется переправа. Вдруг наш танковый пулемет подавляется нашей же артиллерией. Артиллерия дала еще один выстрел по нашему же расположению. Несколько человек из нас были задеты. Тогда я вскакиваю и бегу обратно, по колено в воде. В это время меня задевают в нижнюю часть ноги. Мои товарищи перевязали меня. Я вскочил в лодку и благополучно достиг нашего берега, где меня перевязали уже более основательно. Здесь находится уже много задетых. Мы пролежали 4 часа, а врач не появился. Через 4 часа пришел врач, и нас отводят, наконец, в тыл. Огонь русских немного ослабел. Мы прибыли на сборный пункт, и через час подошли санитарные автомашины, и мы едем на главный перевязочный пункт. Там нас перевязали еще раз, и мы остались здесь до следующего утра. Потом нас быстро доставляют на санитарных автомашинах к железнодорожной станции, откуда мы едем в Псков. Там мы остаемся еще на 1 день. После этого мы выезжаем в Ригу, где мы проводим еще 2 дня. Здесь нас кормят хорошо. 2 сентября 1941 года начинается движение нашего поезда в Германию. Едем через Кёнигсберг и Берлин. В Манденбурге мы проводим 1 ночь. На другое утро меня отправляют в запасной госпиталь в Кёцене. 5 недель пролежал в госпитале. 3 недели был в отпуске для окончательного выздоровления. 5 недель находился в запасном батальоне 2-й роты. 8 декабря 1941 года еду снова в свою старую дивизию в направлении Петербурга. По маршруту Берлин, Восточная Пруссия, Кёнигсберг, Рига, Псков, Петербург. 8 декабря 1941 года в 7 часов утра выехал в старую дивизию. 20 декабря прибыл на станцию. Мы выгрузились из вагона и прошли 20 километров. Спали в военном госпитале в большом здании. 21 декабря прошли 25 километров, миновали Красногвардейск. Штаб дивизии и службы тыла расположены в домах. Наша дивизия переведена в направление Шлиссенбурга к Ладожскому озеру. 22-23 декабря. Оба дня приводили в порядок все свои вещи и оружие. 24 декабря 1941 года. Готовимся к Рождеству.
Рождественский вечер отпраздновали вместе с обозниками артиллерии. 25 декабря. Переведен на другую квартиру. 26 декабря. Рождественские радости. Мы получили подарки. Бутылку вина, маленькую плитку шоколада, пирожные, 3/4 водки. Но за это все мы должны были сами заплатить. 27 декабря. До обеда тактические занятия. Мне присвоили звание унтер-офицера. 28 декабря. Получка. 29 и 30 декабря. Ходит множество различных слухов. Одни говорят, что нашу дивизию сменит другое подразделение. Другие утверждают, что дивизия будет отведена для постройки зимних квартир. Третьи говорят, что мы будем отведены в тыл. Выступим 1 января с полной выкладкой и должны будем пройти 120 километров. По 25 километров каждый день. Но пока что ничего определенного не известно. 1 января 1942 года. Упаковали все свои вещи. Все в порядке. 2 января. 8 часов утра выступаем. Прибыли в 12 часов. Прошли 15 километров. Очень холодно. 2 человека обморозили себе руки. 3 января. Прошли 25 километров. 4 января. Прошли 20 километров. 5 января. День отдыха. Отвратительные квартиры. Всюду спят бабы. 6 января. Прошли 15 километров. Прибыли в Тосно. Расположились в хорошей квартире. 7 января. Прошли еще 22 километра. Здесь находится наша дивизия. 8 января. Шли в свой полк. Прошли 20 километров. Потом спали. В 9 часов вечера рота прибыла. Рота имела как раз специальное здание. Вся рота спит в одном доме. В роте осталось 40 человек. 9 января. 8 часов подъем. Чистим оружие. Приводим в порядок вещи. В 11 часов к нам приезжает командир батальона. Нас всех тотчас же выстроили. Потом выдали продовольствие. В 2 часа мы выступаем. Шли через лес. В 5 часов прибыли. Мы сменили другой полк. Разместились в маленьких блиндажах, где даже нельзя пошевельнуться. 10 января. Всю ночь и весь день стреляли. Русские делали точно так же. Время от времени по несколько выстрелов. Через каждые 5 часов снова приходится идти в очередную смену и сторожевое охранение. Наши посты и посты подслушивания стоят в 100 метрах впереди нас в лесу. 11 января. Та же самая картина. Сегодня сделали 1000 выстрелов. 12 января. Та же самая картина. 13 января. Русская артиллерия и минометы ведут огонь по нашим позициям. По-видимому, они готовятся к атаке, но до этого дело не доходит. 14 января. Та же самая картина. Под утро сильный разведывательный отряд в маскировочных халатах подползает к нам. Один из них был уже в 10 метрах от нашего блиндажа, но мы его подстрелили из пулемета и забросали ручными гранатами. В общей сложности мы подстрелили 6 русских. После обеда становится немного спокойнее. 15 января. Русские снова подползают к нашим позициям, но их быстро обнаружили. Подстрелили 2 человек. 16 января. Под утро русские опять атакуют, но на этот раз без маскировочных халатах. Им удается подойти приблизительно к опушке леса. Русские стреляют по нашим пулеметным точкам. Один пулеметный пост уничтожен. Русские отступают. В этот вечер меня переводят в первое отделение в качестве первого номера. 27 января. В 2 часа ночи русские опять атакуют. Один из них стреляет по нашему дзоту с расстояния в 5 метров, но его отпугивают. Русские стреляют из леса с расстояния 50 метров. Мы пускаем осветительные ракеты. Боеприпасы идут к концу. Пулемет отказывает. Но в итоге русские попадают под ураганный огонь и в 5 часов отступают. 18 января. Всю ночь русские пробиваются к нашим позициям, но нашим пулеметным огнем мы его все время отбрасываем. Под утро в 8 часов он все-таки прорвался. Мы вынуждены были оставить огневую позицию нашего пулемета. Должны были оставить и наш дзот. Русские забрасывают наши позиции ручными гранатами и взрывчатыми пакетами, но все же они не рискуют перейти железнодорожную насыпь. До середины дня русские находятся у железнодорожной станции, потом они постепенно отходят.
Все же одиночные русские солдаты непрерывно бродят и ползают вокруг. 19 января. Довольно спокойно. Ночью была большая возня в лесу. 20 января. Ночь была сравнительно спокойной. Под утро русские снова наступают, но наш пулеметный огонь отбрасывает их снова назад. 21 января. В эту ночь, в 2 часа ночи, русские снова начинают прорываться к нашим позициям. Некоторые из них подползли к нам уже на 20 метров, но прежде чем они успели что-то сделать, их отбрасывают. Они отступают. Днями и ночами русские работают в лесу, в 300 метров от нас. Пилят и рубят дрова, даже ездят на конях и повозках. Днем было спокойно. 22 января. Наш пулемет целый вечер не стрелял. В 10:30 вечера русские просочились к нам и залегли в наших же окопах, в 20 метров от наших позиций. Целых 2 часа мы стреляли из 3 пулеметов по просочившимся русским. Пули жужжали возле ушей. Целую ночь стояли на посту. Днем было сравнительно спокойно. В 6 часов вечера мы отходим. В 7 часов прибываем в полк. Расположились там в блиндажах. 23 января. Этот день мы отдыхали. Вечером снова началось. Мы бежали 2 часа. 15 минут мы отдыхали. Потом подошла 5-я рота. 8-я рота идет обратно. Отсыпаемся. Спим в доме. Жутко холодно. В 11 часов вечера мы выбегаем из дома. Нас выжил холод. Мы проводим здесь день и остаемся на ночь. 24 января. Отдыхаем в этот день. На ночь остаемся здесь. Дневник прерывается. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.